Всем привет! Вы на канале Евген World. С вами Евген. И рубрика «Теории мира Майнкрафт». Сегодня речь пойдет о загадочном морском источнике, который иначе называют морским проводником. Но чтобы разгадать его тайну, нам нужно будет погрузиться под воду. Ну так чего же мы ждем? Надевайте маску для плавания, хватайте дыхательную трубку и ныряйте за мной. Попробуем раскрыть несколько секретов морского источника и ответить на вопросы. Что это вообще такое? Откуда взялось сердце моря? Как правильно использовать призмарин? И какие суперсилы получает игрок при использовании морского проводника? Итак, морской проводник или морской источник — это блок, дающий ближайшим игрокам эффект морской силы при размещении в определенной конструкции. Чтобы создать проводник, нужно взять одно сердце моря и 8 раковин Наутилуса. Получить раковину Наутилуса можно при помощи удочки. Также с небольшой вероятностью утопленник появится с раковиной Наутилуса в руках. Чтобы найти сердце моря, найдите затонувший корабль. В нем будет сундук со специальной картой. Эта карта приведет вас к закрытому сундуку, в котором как раз можно найти сердце моря. Когда вы все нашли, останется только скрафтить морской источник. На вид это обычный камень небольшого размера, но он вовсе не такой простой, каким кажется на первый взгляд. При активации проводник дает эффект морская сила для всех игроков в контакте с водой или дождем в сфере радиусом от 32 до 96 блоков. Этот эффект дает бесконечное дыхание под водой, повышает скорость добычи ресурсов под водой и улучшает зрение под водой. Да-да, это все под водой. Но проводники могут быть активированы в любом биоме и на любой высоте или глубине. Это же просто суперсила какая-то. Но чтобы проводник работал на полную мощность, важно правильно выстроить вокруг него конструкцию из призмарина. Для активации морского источника он должен быть в центре куба воды размером 3 на 3 на 3. Каркас должен быть построен из блоков призмарина, темного призмарина, призмариновых кирпичей или морских ламп, расположены вокруг морского проводника в виде кольца 5 на 5. Конструкция, содержащая 16 блоков каркаса, является минимумом для активации подводного проводника и дает эффект в радиусе 32 блоков. Однако, если вы пристроите дополнительные кольца, радиус действия эффекта проводника увеличится. Для полного улучшения проводника необходимо построить структуру из колец, опоясывающую морской проводник по всем трем координатам. При максимальном улучшении радиус эффекта будет равен 96 блокам, а также всем враждебным мобам, находящимся в радиусе 8 блоков от морского проводника, контактирующих с водой или дождем, будет наноситься значительный урон. Кстати, вот вам еще несколько фактов о морском источнике. Активированный проводник имеет текстуру сердца моря в центре. Морской проводник нельзя активировать призмариновыми полублоками. К текстуре полностью улучшенного морского проводника добавляется глаз, показывающий, что проводник улучшен полностью. Морскому проводнику для работы не требуется, чтобы окружающие его кольца были цельными. Достаточно, чтобы на своем месте находилось 16, 30 или 42 блока призмарина. Таким образом можно построить рабочий морской проводник размером 4 на 4 на 3 блока. Работающий морской источник выглядит так, как будто поглощает в себя энергию воды, но не только. С помощью призмарина он использует солнечный свет. Потом накопленную энергию воды и света преобразует в другой тип энергии, дружественной игроку. Эту энергию кто-то называет родство с водой, а кто-то морской силой. Игроки, попадающие в зону действия этой энергии, становятся обладателями той самой суперсилы. Лучше видят под водой, обладают бесконечным дыханием и быстрее добывают ресурсы. К тому же защищены от враждебных мобов. Откуда же взялся этот суперсильный артефакт? Кто-то ведь должен был его не только придумать, но и использовать до нас. Я думаю, что морской источник, как и многое другое в мире Майнкрафта, был создан древними цивилизациями. Как и древние руины, подводные города, затонувшие сокровища, это все наследие расы, которая существовала в Майнкрафте еще до пиглинов. Скорее всего, именно эта раса научилась делать тайники под водой, чтобы сберечь свои сокровища. А к сердцу моря, основной составляющей морского проводника, они относились как к самому ценному сокровищу.
поместили его в сундук и надежно спрятали. Ведь, если вы помните, без особой карты нам его не найти. Что-то в далеком прошлом Майнкрафта уничтожило эту древнюю цивилизацию. Но от них остались многочисленные следы, которые игрок то и дело находит. В том числе и сердце моря, которое мы можем обнаружить. Только в кладах, используя карту сокровищ. Получается, что за такой супермощный артефакт, как морской источник, мы снова должны поблагодарить ставителей древней цивилизации. Согласны ли вы с тем, что сердце моря это осколок древней цивилизации, который сохранился до нашего времени? И почему, как вы думаете, морской источник не работает без призмарина? Мне очень будет интересно узнать ваше мнение. Пишите комментарии под этим видео, я обязательно вам отвечу. Не забывайте про лайки, подписывайтесь на мой канал, а пока, услышимся, когда услышимся.